Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим новинку среди динамических наушников Kima от компании Dyno. Наушники поставляются в такой небольшой коробке с таким привлекательным изображением аниме-девушки. Ну и, конечно, наушники получили сертификацию Hi-Res Audio. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер 10 мм. А чувствительность наушников составляет 108 дБ. Ну и они получили довольно средний такой 32 Ом импеданс. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это сами наушники. Они имеют такой матовый серебристый цвет. Смотрятся довольно так хорошо. Лично мне вариант такого покрытия нравится больше, так как они не собирают особо явных отпечатков и в целом всегда будут оставаться вот такими презентабельными. Выполнены они, кстати, из нержавеющей стали, и весят они немного, всего лишь 15 грамм. На лицевой части здесь имеется надпись Kima на правом наушнике, а на левом наушнике надпись Chris Faction. Ну а на внешней части наушника здесь указан левый и правый канал, где находится первое акустическое отверстие и разъем 2 пин. Ну а второе акустическое отверстие находится рядом с таким золотистым красивым соплом. Ну а что касаемо посадки и эргономики у наушников, то здесь все в полном порядке, так как они довольно миниатюрные такие получились и практически не ощущаются в ушах, даже при длительном прослушивании. Сейчас поговорим о довольно хорошем комплектном кабеле. Он 4-жильный, посеребряный, используется медь и стандартные довольно 2 пин разъемы QDC. Вот так они выглядят. На них указан правый и левый канал. Правый. И, соответственно, вот здесь будет метка, что это левый канал. Используется разъем 3,5 джек. Поменять его, к сожалению, не получится, так как кабель не модульный. Но в целом за такую стоимость, я считаю, вряд ли сюда можно было бы добавить модульный кабель. Кабель сам по себе оказался очень удобным. У него правильно сформированный заушины, и он практически не путается за счет вот своей вот такой гибкости. Теперь давайте рассмотрим аксессуары, которые были упакованы в такой брендированный оранжевый чехол Dyno. Вот так он выглядит изнутри. Компания Dyno всегда умела удивлять, и это именно тот случай. В комплекте здесь имеется 4 пакетика вот таких. В одном находится щеточка для чистки наушников и адаптер на 6,3 мм. Фирменный Dyno. Теперь давайте посмотрим вот такие необычные вытянутые насадки. Вот так выглядят они. Это новые насадки от компании Dyno. В основном я слушал только именно с ними. Они такие очень плотные и отлично погружаются в ушной канал. Обеспечивают такое хорошее и правильное звучание по сцене и по всем остальным частотам. То есть они меня полностью устраивают. Еще мне понравились вот такие цветные насадки. Они как бы немного сглаживают высокие частоты и немного добавляют низких. За счет того, что они такие довольно узкие. Ну и последние довольно стандартные насадки, это вот такие вот синие. Я их встречал уже в комплекте с наушниками Dyno Titan S. Я думаю, вы помните их. Я снимал на них обзор 5 месяцев назад. Вот, кстати, и они. Но еще здесь в комплекте имеется вот такая большая фирменная бархатная тряпочка Dyno и сертификат этих наушников. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому главному, а именно к звучанию этих наушников Dyno Kima. Слушал я их в основном с моим ЦАПом Topping G5 для их полного раскрытия. Теперь давайте посмотрим график этих наушников. Я не могу замерить конкретно свой экземпляр, поэтому возьму готовый. Как мы видим, исходя из графика, наушники настроены ближе к такой Harman H. Имеется небольшое усиление саббасовой области с плавным затуханием на мидбасе. Сразу скажу, что наушники получились точно не басхедными. На низких частотах они наоборот ощущаются довольно аккуратными и сдержанными.
а количество и массивность низких частот здесь не такая большая, как, наверное, многим бы хотелось. Но меня радует, по крайней мере, то, что их больше, чем в Dune Titan S. Но при этом стоит выделить, что у низких частот имеется хорошая текстура и проработка как для динамического излучателя. А что касаемо атаки и затуханий, то в целом не возникает особых проблем при воспроизведении какой-нибудь танцевальной музыки с прямой бочкой. Кик, наоборот, ощущается таким довольно подчеркнутым в миксе. Но это не самые скоростные наушники для тяжелых музыкальных жанров. А что касаемо средних частот в этих наушниках, то они звучат аккуратно и довольно натурально. Имеется хорошее ощущение пространства и разделения образов инструментов в глубину. Но сразу скажу, что вокал довольно в них сильно акцентирован и звучит близко по своему расположению. Это не слишком интимно, так как имеется хорошее присутствие воздуха, что действительно повлияло положительно на этот диапазон. Но вот что меня удивило больше всего, это верхняя середина, начинающаяся от 2 кГц. Да, этот диапазон во многих наушниках доставляет мне дискомфорт. Например, то же самое было в Shure D13, несмотря на довольно аккуратный график в этой области, на деле при прослушивании музыки с мужским вокалом или яркими ударными я ощущаю явный акцент в этой области, и это иногда утомляет меня. Да, это присутствует не во всех музыкальных треках, но в некоторых, которые я слушал, это имеется. Поэтому я сделал вывод, что наушники очень критичны к качеству записи, но будет ли вам доставлять дискомфорт эта область, я не могу сказать, так как, друзья, я лишь описываю свой случай. А теперь мы плавно подобрались к высоким частотам, которыми в целом я остался доволен, так как что на графике, что на слух они ощущаются довольно ровными и аккуратными, с таким хорошим уклоном в теплоту. Этот вариант подачи является довольно выигрышным и точно подходит для долгого прослушивания без утомления. Но, понятное дело, у тарелок не самый выраженный и подчеркнутый блеск, и не так выраженные и слышны различные послезвучия от ревербераций, как, например, в планарных излучателях, и количество воздуха тоже ощущается заметно пониже. Именно на это повлияла вот эта ямка после 10 кГц. После которой, кстати, идет вот такой пичок на 14 кГц для ее компенсации. Но в целом у Кима имеется довольно хорошее разрешение и детальность, как для динамического излучателя. Но что касаемо стереопанорамы и ее проработки в этих наушниках, я обратил внимание, что на нее очень сильно влияют разные насадки и слышно, как она меняется. Либо становится уже, либо наоборот получает дополнительное расширение. Но сразу скажу, что звуковая сцена у Кима довольно средняя. Она не ощущается интимной и плоской, но и не возникает ощущения, что она буквально выходит из головы. Наушники как бы стараются больше завлечь своей проработкой в глубину, нежели в ширину. Но вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Dune у Кима получились больше такими теплыми, аккуратными и сбалансированными наушниками, которые подойдут больше для такого спокойного, неутомляющего прослушивания. Касаемо жанров музыки, советую выбирать не слишком перегруженную и тяжелую музыку. Танцевальная, акустическая, классическая, хип-хоп, что-нибудь с женским вокалом особенно хорошо заходит на них. А вот за всем остальным, я думаю, лучше обратиться к планарным наушникам. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.